Каменный век — научное название периода древней истории, давно ставшее нарицательным чуть ли не для всего, что ассоциируется у нас с охотниками на мамонтов, наскальной живописью и флинстоунами. Но что мы на самом деле знаем об этом времени, бесконечно далеком от сегодняшней цивилизации? Попробуем разобраться. Временные рамки каменного века, каменный век неоднороден. Внутри него выделяют три эпохи: палеолит — 3 миллиона 10 тысяч лет до нашей эры, мезолит — 10-9 тысяч 7 тысяч лет до нашей эры, неолит — 6-5 тысяч 3 тысячи лет до нашей эры. Их отличают по способу обработки человеком каменных изделий. Не стоит думать, что древние люди орудовали только камнем. В их распоряжении были такие материалы, как дерево, кости, шкуры и даже вулканическое стекло. Но поделки оказались недолговечны, поэтому до нашего времени их дошло мало. Сегодня ученые продолжают спорить о границах периода. Изначально понятие «каменный век» было введено для описания европейской доисторической культуры. К другим частям света отнести его трудно. Если мы определяем период так: Австралия вышла из каменного века чуть раньше открытия Ньютоном закона всемирного тяготения. Сложность состоит еще и в том, что термин не затрагивает организацию отношений в древних обществах. Нам известно, что в некоторых из них уровень цивилизационного развития был высок, но орудия оставались каменными. Начало формирования человека. Еще в палеолите начинает оформляться внешний вид человека. Он становится прямоходящим, формируются расовые типы. Планету начинает заселять Homo sapiens, человек разумный. По разным оценкам, этот вид окончательно складывается 200-140 тысяч лет назад. Со временем Homo sapiens адаптируется к природным условиям и даже пытается пользоваться ими. Помимо охоты на животных и сбора растений, важной частью развития sapiens становится конкурирование с другими видами рода Homo, в частности, с неандертальцами. Борьба привела к исчезновению последних. Точно неизвестно, был ли это результат насильственного истребления или плавный процесс замещения. Однако две ветви вида не только враждовали, но также и нередко сходились. Историки заключили это потому, что каждый современный человек несет в себе в среднем около 1-2% неандертальских генов. Быт и религия. Жизнь первобытного человека была полна опасностей. Основным способом пропитания являлась охота, которой занимались мужчины, в то время как женщины не отходили далеко от убежищ. Средняя продолжительность жизни человека не превышала 20-30 лет, а у охотников она была еще меньше. Хозяйство такого типа называется присваивающим-то, есть все необходимое для существования можно взять из природных благ. Все эти факторы привели к тому, что главная роль в древних обществах отводилась женщине. Матриархат сохранялся вплоть до начала Бронзового века. Рождение религии происходит в раннем палеолите, приблизительно 50-40 тысяч лет до нашей эры. Об этом говорят захоронения, где, в отличие от более ранних, находят предметы, орудия труда, украшения. Это значит, что у древнего человека зарождалось абстрактное мышление. Он все еще видел себя вписанным в природу, но уже был способен переложить на нее отношения, складывавшиеся в общине. Люди искали способ повлиять на окружающие явления или понять их законы. Так формируются первые формы религии — тотемизм, шаманизм, магия. Искусство. Искусство каменного века было невероятно разнообразным. Наиболее известные его образцы — пещерная живопись и наскальная роспись — принадлежат к позднему палеолиту. Впервые мир узнал о них в 1879 году. Дочь археолога-любителя Марселина Саутуолы, которую он взял с собой на исследование пещеры Альтамира в Испании, увидела там рисунки древних людей. Следы древности сохранились хорошо, а живопись была настолько искусной, что ученого обвинили в фальсификации. Только после его смерти, когда были найдены и другие пещеры с росписями, открытие признали. По всей территории Европы археологи находили и так называемых палеолитических Венер. Это маленькие фигурки в виде полных женщин с ярко выраженными половые признаки. Наиболее известная из фигурок — Венера Виленфордская, была найдена в 1908 году. Большая грудь и гипертрофированная женственность могут говорить о том, что Венеры создавались как символ плодородия. Большое количество таких артефактов и качество их исполнения доказывает, что в каменном веке существовали художественные мастера, а, возможно, и целые школы. Конец каменного века, окончание каменного века тесно связано со сменой геологических условий.
Большая часть периода прошла в плейстоцене 2 миллиона 10 тысяч лет до нашей эры, известном также как ледниковый период. С приходом нового этапа, голоцена, который продолжается до сих пор, температура на Земле значительно поднялась. Прежде холодные пустоши, где обитала богатая фауна, превратились в засушливые полупустыни. Ранее всех эффект ощутил Ближний Восток. Древние люди осели, стали производить и запасать пищу. Так случилось одно из главных цивилизационных событий — неолитическая революция. Произошел переход от присваивающего хозяйства к производящему. Люди создали первый искусственный материал — керамику, а также гончарный круг, что позволило лепить посуду для длительного хранения продуктов. Помимо этого, были изобретены системы орошения, ткачества, а также открылась возможность плавить металлы. На смену каменному веку пришел бронзовый. Сегодня о наших предках, которые жили в каменном веке, известно очень мало. Долгое время существовало мнение, что эти люди были пещерными обитателями, которые ходили с дубиной. Но современные ученые уверены, что в каменный век огромный промежуток истории, который начался примерно 3,3 миллиона лет назад и продлился до 3300 года нашей эры, это было не совсем так. Фабрика инструментов Homo erectus. На северо-востоке Тель-Авива в Израиле при раскопках нашли сотни древних каменных орудий. Отрытые в 2017 году на глубине 5 метров артефакты были сделаны предками людей. Созданные около полумиллиона лет назад, инструменты рассказали несколько фактов об их создателях, предки человека, известном как Homo erectus, человек прямоходящий. Считается, что этот район был своего рода раем каменного века. Здесь были реки, растения и обильная пища, все необходимое для существования. Самой интересной находкой этого первобытного стойбища были каменоломни. Каменщики обкалывали кромки кремня, делая из них грушевидные лезвия топоров, которые, вероятно, использовались для выкапывания пищи и разделывания животных. Открытие было неожиданным, ввиду огромного количества прекрасно сохранившихся инструментов. Это делает возможным больше узнать об образе жизни Homo erectus. Первое вино. В конце каменного века на территории современной Грузии начали делать первое вино. В 2016 и 2017 годах археологи выкопали керамические осколки, датирующиеся 5400-5000 годами до нашей эры, обломки глиняных кувшинов, обнаруженных в двух древних поселениях времен неолита — Гадахрили-гора и Шулавери-гора, подвергли анализу, в результате которого в 6 сосудах нашли винную кислоту. Это химическое вещество всегда является неоспоримым признаком того, что в сосудах было вино. Ученые также обнаружили, что виноградный сок естественным образом бродил в теплом климате Грузии. Чтобы выяснить, красное или белое вино предпочитали в то время, исследователи проанализировали цвет остатков. Они были желтоватыми, а это предполагает, что древние грузины производили белое вино. Стоматологические процедуры. В горах Северной Тосканы стоматологи обслуживали пациентов 13.000-12740 лет назад. Доказательства 6 таких первобытных пациентов были найдены в районе под названием Рипара Фридиан. На 2 зубах были найдены следы процедуры, которую узнал бы любой современный дантист, заполненной пломбой полости в зубе. Трудно сказать, использовались ли какие-то болеутоляющие аппараты, но следы на эмали были оставлены каким-то острым инструментом. Скорее всего, он был сделан из камня, которым расширяли полость, соскабливая сгнившие ткани зуба. В следующем зубе также нашли знакомую технологию — остатки пломбы. Она была сделана из битума, смешанного с растительными волокнами и волосами. Если использование битума, натуральной смолы, понятно, то зачем добавляли волосы и волокна — загадка. Долгосрочное обслуживание дома. Большинство детей учат в школах, что семьи каменного века жили только в пещерах. Однако они также строили глиняные дома. Недавно в Норвегии было изучено 150 стойбищ каменного века. Каменные кольца показали, что самым ранним жильем были палатки, вероятно, сделанные из шкур животных, скрепленных кольцами. В Норвегии в эпоху мезолита, которая началась примерно в 9500 году до нашей эры, люди начали строить домоземлянки. Это изменение произошло, когда ушли последние льды ледникового периода. Некоторые полуземлянки были достаточно большими, около 40 квадратных метров, что предполагает проживание в них нескольких семей. Самое невероятное — последовательные попытки сохранить структуры.
Некоторые из них были заброшенными в течение 50 лет, прежде чем новые владельцы перестали поддерживать дома. Инбридинг. Вполне возможно, что людей спасло как вид раннее осознание инбридинга. В 2017 году ученые обнаружили первые признаки этого понимания в костях людей каменного века. В Сунгире, к востоку от Москвы, были найдены 4 скелета людей, умерших 34 тысячи лет назад. Генетический анализ показал, что они вели себя как современные сообщества охотников-собирателей, когда дело касалось выбора спутников жизни. Они поняли, что иметь потомство с близкими родственниками, такими как братья и сестры, чревато последствиями. В Сунгире явно почти не было браков в рамках одной семьи. Если бы люди спаривались наугад, то генетические последствия инбридинга были бы более очевидными. Как и более поздние охотники-собиратели, они, должно быть, искали партнеров через социальные связи с другими племенами. Сунгирские погребения сопровождались достаточно сложными ритуалами, чтобы предположить, что важные вехи жизни, например, смерть и брак, сопровождались церемониями. Если это так, то свадьбы в каменном веке были бы самыми ранними человеческими браками. Отсутствие понимания связей с родственниками, возможно, обрекло неандертальцев, чья ДНК показывает больше инбридинга. Женщины иных культур. В 2017 году исследователи изучили древние жилища в Лихтале, Германия. Их возраст насчитывал около 4000 лет, когда в этом районе не было крупных поселений. Когда были исследованы останки жителей, то обнаружилась удивительная традиция. Большинство семей были основаны женщинами, которые покинули свои деревни, чтобы поселиться в Лихтале. Это происходило с времен позднего каменного века до раннего бронзового века. В течение 8 столетий женщины родом, вероятно, из Богемии или Центральной Германии, предпочитали мужчин Лихталя. Подобные переезды женщин были ключом к распространению культурных идей и предметов, что, в свою очередь, помогало формировать новые технологии. Открытие также показало, что предыдущие убеждения о массовой миграции нуждаются в корректировке. Несмотря на то, что женщины многократно переезжали в Лихталь, это происходило сугубо на индивидуальной основе. Письменный язык. Исследователи, возможно, обнаружили самый старый письменный язык в мире. На самом деле это может быть код, представляющий определенные понятия. Историки уже давно знают о символах каменного века, но в течение многих лет они игнорировали их, несмотря на то, что пещеры с наскальной росписью посещают бесчисленные посетители. В пещерах в Испании и Франции были найдены примеры одних из самых невероятных наскальных надписей в мире. Между древними изображениями бизонов, лошадей и львов скрывались крошечные символы, представляющие что-то абстрактное. 26 знаков повторяются на стенах около 200 пещер. Если они служат для передачи какой-то информации, это отодвигает изобретение письма назад на 30 тысяч лет назад. Однако корни древней письменности могут быть еще старше. Многие символы, нарисованные кроманьонцами во французских пещерах, были найдены в древнем африканском искусстве. В частности, это знак открытого угла, выгравированный в пещере Бломбос в Южной Африке, который датируется 75 тысяч годами.